Actua AMOLED LTPO дисплей, частота обновления экрана от 1 до 60 Гц, операционная система OS VR версии 5.0, процессор Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, поддержка двухчастотного Wi-Fi, встроенный NFC-модуль, GPS-навигация, емкость аккумулятора 420 мАч, стильный и эргономичный дизайн, качественные материалы, улучшенные алгоритмы отслеживания занятий спортом, интеграции ИИ, полноценный набор датчиков для измерения различных показателей здоровья. Разумеется, обо всем этом и не только вы можете прочесть и без меня в рекламе к смарт-часам Google Pixel Watch 3 на 45 мм. Но как на самом деле дело обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в Телеграме, и вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Перейдем же к смарт-часам. Начнем. Распаковка. Поставляются смарт-часы в коробке из плотного картона. На ней есть название, изображение и краткие характеристики у модели. Упаковка хорошая, но распаковать смарт-часы не сказал бы, что совсем просто. В комплекте мы имеем один ремешок с охватом запястья от 150 до 185 мм, второй ремешок с охватом запястья от 165 до 215 мм, но часть ремешка с застежкой одна. Далее из документации сами смарт-часы, магнитное зарядное устройство с пинами, за что минус, но на ней смарт-часы могут заряжаться даже в подвешенном состоянии. И данное зарядное устройство подходит и для Pixel Watch 2. Весит смарт-часы 71 грамм вместе с ремешком. Габариты 47 на 45 на 14 мм. Далее поставляется Pixel Watch 3 в версии Wi-Fi плюс Bluetooth и в версии LTE плюс Wi-Fi плюс Bluetooth. По размерам есть на 41 мм и на 45 мм. Расцветок корпуса на выбор 3: матовый черный, поликарбонатовый серебристый и матовый алюминиевый. Дизайн устройства от дизайна прошлой модели особо не отличается. Корпус же выполнен из переработанного алюминия. Стоковый ремешок из фтороластомера, а с фронтальной части экран защищен 3D стеклом Corning Gorilla Glass 5 версии. На удивление, корпус часов, как и сам экран, за время моего использования не поцарапались, при том, что были случаи, когда царапины однозначно должны были появиться. Сборка и качество материалов хорошие, но учитывая стоимость, они далеко не топовые. Водонепроницаемость класса IP68 и 5 атмосфер. Разумеется, я окунул их в воду, по итогу с ними ничего не произошло, что очень даже хорошо, но в баню, сауну вместе с ними я ходить не советую. Перепады температур никакие электронные устройства не любят. Как и не советую купаться в соленой воде. При носке Pixel Watch 3 ощущаются только из-за того, что постоянно мешается кнопка колесика. В остальном они удобны и спать в них комфортно. Опять же и к этому привыкаешь, и опять же руки у всех разные. Качество ремешка отличное, он не натирает и запястье под ремешком особо не потеет. Застежка у ремешка удобная, плюс за то, что конец ремешка можно спрятать. Что касается крепления ремешка к часам, оно такое, как и в прошлых моделях, но из-за того, что сами смарт-часы стали крупнее, то и старые ремешки не подойдут. Чтобы снять ремешок, необходимо нажать на кнопку, которую расположили рядом с креплением ремешка, после чего ремешок без проблем отсоединяется. Далее, на корпусе расположили краткую информацию, область для зарядки, датчики мониторинга здоровья, динамик и микрофон. Из датчиков на борту компас, высотомер, красные и инфракрасные датчики для мониторинга сатурации кислорода SPO2, многоцелевые электрические датчики для измерения ЭКГ, оптический датчик частоты сердечных сокращений, трехосевой акселерометр, гироскоп, датчик внешней освещенности, электрический датчик для измерения проводимости кожи CEDA для отслеживания реакции организма, датчик температуры кожи, барометр и магнитометр. Также на корпусе есть механическая кнопка колесика, которая отвечает за переход в меню и возврат. Двойным нажатием можно перейти к бесконтактной оплате GPay, а зажатием можно перейти во вкладку с выключением, перезагрузка устройства и вызовом экстренного номера. Прокручивая кнопку колесика, можно перемещаться по меню, и не только прокрутка же сопровождается слабой, но тактильно приятной вибрацией. Опять же, у самсунговских часов она более мощная, так что вибромотор у Pixel Watch 3 не топовый. Настроить силу вибрации можно, также есть еще одна механическая кнопка, с помощью которой можно вызывать голосового ассистента от Google, который работает не со всеми регионами. Также можно перейти к последнему открытому приложению или во вкладку со списком недавно открытых приложений. Полноценная многозадачность здесь на борту. Переназначить команды я возможности не нашел, что, конечно, неудобно, и за это минус. Летим дальше. С фронтальной части находится Actua AMOLED LTPO дисплей. Плотность пикселей 320 ppi, цветовой охват 100% DCI-P3, частота обновления экрана от 1 до 60 Гц. Рамки огромные, но из-за отсутствия безеля и закругленных краев в целом с черным циферблатом экран выглядит футуристично.
критично. Пиковая яркость заявлена 2000 нит, по моим замерам экран в пике выдает 2200 люксов, что очень хороший результат, а фонарик выдает 1200 люксов. В солнечный день яркости экрана будет достаточно, да и в целом по яркости проблем здесь нету. Автоматическая регулировка яркости на борту, и работает она быстро, ко всему еще есть Always On Display с яркостью в 1 нит. Стиль AODA зависит от выбранного циферблата, время до отключения экрана максимум 30 секунд. Активация экрана при поднятии запястья срабатывает отлично, включить экран тапом можно, как и выключить, накрыв экран ладонью. Скроллинг, к слову, плавный, сенсорный отклик отличный, перемещаться по интерфейсу удобно, и лично у меня не было ложных срабатываний из-за подобной формы экрана. Далее, по свайпам с главного экрана все стандартно, сверху вниз панель быстрого доступа, в которой есть фонарик, регулировка яркости, авиарежим, режим в театре, настройки, сервис для подключения к тренажерам для передачи в реальном времени измерений пульса, поиск смартфона и не только. Свайп слева направо и наоборот карточки, которые можно персонализировать под себя, свайп снизу вверх уведомления, возможности сортировать приложения в меню нет, как и нет возможности персонализировать панель быстрого доступа. В меню в стоке находится будильник, диктофон, заметки, календарь, Google Maps, функция экстренный вызов, музыкальный плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне, контакты, набор номера, последние вызовы, уведомления, погода с подробным прогнозом погоды, Google Play, Google Home и не только. К слову, в приложении Google Home добавили новые функции. Одна из них — это возможность прямо со смарт-часов удаленно подключаться к камерам и дверным звонкам умного дома. Но предупреждаю, что некоторый функционал не работает во всех регионах, в частности и в Российской Федерации. В конце списка приложений можно обнаружить два стиля отображения меню. Приложение для удаленной съемки работает только со смартфонами Pixel, и, к слову, функция разблокировки смартфона через UWB. В настройках можно найти настройку звука и вибрации, настройку экрана, плюс есть функция скриншот экрана, но при этом по сравнению с другими смарт-часами других брендов в Pixel Watch 3 функции и возможностей персонализации заметно меньше. Летим дальше. Здесь установлен 4-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1. Где-то мы уже видели это, правда? Вспомогательный чип Cortex M33, внутренняя память такая же eMMC на 32 гигабайта и оперативной памяти на борту только 2 гигабайта. Операционная система OSV версии 5.0. Данная операционная система для многих уже не секрет, довольно гибкая. Можно устанавливать различные приложения как через Google Play, так и через ADB. Для бесконтактной оплаты можно завести MirPay, благо встроенный NFC модуль есть. Bluetooth чип установлен в версии 5.3, подключить Bluetooth наушники можно, а вот нагрудный датчик в стоке через вкладку Bluetooth не подключаются. Wi-Fi поддерживает 2,4 ГГц и 5 ГГц. Далее, спортивных режимов на борту более чем достаточно, автоматическое определение активности на борту, есть улучшенный функционал для бега, для тех, кто любит ходить по горам и не только, плюс есть приложение Fitbit. Можно составлять тренировку, используя ИИ, но при этом присутствует региональное ущемление в функционале. Также для полноценного использования приложения необходимо покупать дополнительную подписку. Для навигации Pixel Watch 3 имеют GPS GLONASS Galileo. Маршрут после тренировки строится неплохо, особых отклонений в пройденном маршруте я не выявил. Загружать маршруты в стоке нет возможности, но можно загрузить офлайн карты, что, конечно же, радует. Тренировку можно свернуть для фоновой работы, разумеется, настроек немного, есть напоминания, голосовые подсказки и еще некоторое количество настроек. Что касается функций для мониторинга показателей здоровья. Сон мониторит отлично, как и все фазы сна, в этом плане все хорошо. Плюс есть автоматический режим распознавания сна, температура кожи предназначена для более качественного отслеживания сна и уровня стресса. Измерение ЭКГ просто так не работает. Необходимо менять регион в Google аккаунте и использовать VPN, но не факт, что это все заработает. Что можно сказать и про SPO2. С измерением пульса добавили функцию обнаружения потери пульса и отправления сигнала SOS в экстренную службу. Также есть обнаружение падения. По итогу мы имеем некоторое количество новых функций, но сказать, что изменения прям заметны по сравнению с прошлым поколением, очень сложно. Далее, звонки проходят по Bluetooth соединению, звучание динамика хорошее, микрофон отрабатывает отлично, уведомления приходят моментально. Иконки и смайлики в уведомлениях отображаются, также отображаются, к примеру, превью с видео на YouTube. И не только. Фотографии отображаются, но не всегда, что странно. Отвечать на уведомления возможность есть, используя клавиатуру, смайлики, голосовой ввод и заготовки. Клавиатура не совсем удобная, но ей куда удобнее пользоваться, чем в Pixel Watch 2 из-за увеличения размера экрана. Далее, емкость аккумулятора 420 мАч. Смарт-часы заряжаются довольно быстро. По моим тестам, чтобы зарядить их на 50%, необходимо всего полчаса. За 1 час 25 минут можно зарядить их на 100%. В обыкновенном сценарии использования с включенным AODом они могут прожить не больше 2 суток. В целом время автономной работы ожидаемо и, я бы даже сказал, в каком-то смысле стандартно.
стандартно. Далее, приложение называется Watch от Google, а для просмотра результатов измерений показателей здоровья необходимо установить приложение Fitbit. В приложении Watch есть заряд аккумулятора в процентах, магазин с циферблатами, которые можно настроить под себя. Ко всему есть кликабельные циферблаты, персонализированные циферблаты с установкой любой фотографии и динамические. В стоке я нашел только один стиль динамических циферблатов под названием чернила. Далее есть настройка карточек, синхронизация Fitbit, специальные возможности, магазин приложений, стандартные настройки устройства и обновление прошивки. Минусы: старое железо, хотелось бы за эту стоимость более прочные материалы, нет беспроводной зарядки, зарядка с пинами, нет функции продувки динамика после воды, нет включения-выключения Wi-Fi и GPS панели быстрого доступа, нет возможности сортировать меню и персонализировать панель быстрого доступа, много функций работают только при смене региона и еще некоторых настроек. Мешается кнопка колесика, нельзя переназначить команды для кнопок. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Вы этим очень сильно поможете проекту, потому что я эти дела покупаю, рассказываю вам, а вы уже дальше делаете выводы. Ну, вывод здесь, мне кажется, довольно однозначный. Резюмирую, Google Pixel Watch 3 на 45 мм Wi-Fi однозначно нет необходимости покупать, если у вас на руках второе поколение пикселей. С первого же поколения в целом, наверное, переходить можно, если вы прям безумные фанаты, у вас смартфон Pixel. Лично я советую обратить внимание на модели от Samsung, а именно Galaxy Watch 7, или на крайний случай от Amazfit, или на крайний случай от Huawei даже. По сравнению с ними, у них нет никаких-то сильных региональных ограничений по функционалу, с ними также придется слегка повозиться, но танцев с бубном куда меньше. Если говорить про Samsung, у них еще и сапфировое стекло, а самое главное, цена приятнее. Но тут уже необходимо отталкиваться от предпочтений и от того, какой у вас смартфон, а также все-таки по функционалу есть разница. От меня Google Pixel Watch 3 максимально скромная, да, тем, у кого в руках смартфон и Pixel, и кто знает, что покупает, остальным, разумеется, нет. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья!